Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Кириллов Макар Олегович, я с 12 группы 3 курса лечебного факультета. Это безумно приятно слышать, особенно такой акцент. Я вот тебя знаю еще по правкомовским активистам. Скажи, пожалуйста, ты учишься на 3 курсе, такое большое количество активностей. Тебе не тяжело все совмещать, все успевать? Как ты это делаешь? Ну, изначально, конечно, было тяжело совмещать, но потом ты становишься зависимым от этих активностей и, как ужаленный, берешь на себя все больше и больше, и больше и больше, и каждая минута в ней становится занятой, и все становится прекрасно. Жизнь идет своим чередом, никакого тайм-менеджмента, все идет хорошо, гладенько. То есть ты у нас по наитию живешь в этой Да. жизни. Ну, слава богу, что твоя голова все это запоминает. Но вот при таком количестве дел, я более чем уверена, у тебя безумный дефицит времени, ты выглядишь прям прекрасно. Мы с тобой на кафедре физкультуры, ты явно с этим связан. Как? Что у тебя? Какой-то спорт, может быть, любимый, чем-то ты занимаешься? Ну, я, по крайней мере, стараюсь выглядеть прекрасно. У тебя получается. Спасибо. У тебя тоже. Я стараюсь заниматься спортом с самого детства, то есть лет с 3. Я занимался фигурным катанием, плаванием, борьбой. Сейчас занимаюсь гиревым спортом. Также стараюсь ходить хотя бы иногда в бассейн по выходным, позаниматься немножко, потянуться, чтобы был хороший сон, хорошая спинка, хорошая осанка. Вот скажи, пожалуйста, ты занимаешься гиревым спортом, это тяжелые веса, ты не беспокоишься за свою поясницу, за спину? Какие-то меры предосторожности, может быть? Когда все травмировано, беспокоиться не за чего. Уже по привычке что-то порвалось, но ничего страшного. Что ж, мы надеемся, что будешь следить за своим здоровьем тщательно, и дальше ты к нам придешь в таком же собранном виде. Но давай немножечко затронем тему семьи. Ты, когда пошел участвовать в конкурс «Мисс и мистеров ГМА», когда записался в профактивисты, как твоя семья к этому, в принципе, отнеслась? Она тебя поддерживает, как-то интересуется твоим участием? Ну, как говорит мой папа, я немного больной человек. Знакомая ситуация? А так, конечно, они меня поддерживают. Единственное, что они очень скучают по мне, потому что дома я появляюсь редко, потому что до него надо еще доехать, до Владимира. Конечно, не так далеко, но все равно с таким графиком редко удается появляться дома. Так, конечно, они меня поддерживают во всех моих начинаниях. Мы знаем, что ты еще и коллекционер, и обычно это коллекция медалей у спортсменов, а у тебя это коллекция пластинок. Скажи нам, пожалуйста, как ты вообще решил коллекционировать пластинки, сколько их у тебя, где ты их хранишь, в принципе? Ну, коллекция медалей у меня тоже есть, она висит рядом, по соседству с пластинками. Пластинок у меня сейчас в районе 10, я точно количество, конечно, не знаю, как любой коллекционер. Началось все с того, что это моя давняя мечта, я люблю винтажные вещи, вельветовые штаны, пластинки, колонки Marshall, хороший кофе. И на день рождения, на мое 20-летие, мне подарили пластинки и проигрыватели, я начал их собирать. Забрал у папы его советские пластинки, которые он в молодости коллекционировал. И вот так потихонечку набирается маленькая коллекция. Так что теперь на любой праздник мне можно дарить пластиночку. Я буду об этом знать теперь, Макар, буду обязательно тебе дарить пластинки. Жди. Но у меня еще один вопрос. У тебя дефицит времени, огромное количество активности, мы опять к этому вернемся. Когда же ты успеваешь слушать пластинки? Или, может, есть какая-то любимая, которую ты включаешь вечером и расслабляешься? Ну, сейчас редко удается, конечно, послушать, потому что в 7 утра из дома вышел, в 10 вечера пришел, увалился спать, и так каждый день. А так, по выходным, за чашечкой кофе с утра в окошечко, в солнечную погоду смотришь и слушаешь пластиночку. Иногда спокойные какие-то, но есть любимая, конечно, это Кендрик Ламар, альбом «Damn», по-моему, 2017 год. Я ее купил себе на Новый год и вот стараюсь ее чаще всех слушать. Слушай, я обязательно тоже найду это произведение и послушаю, либо загляну к тебе на чашечку кофе, потому что хороший кофе и хорошая музыка – это явно лучшее сочетание. Спасибо тебе огромное за ответы, мне было безумно приятно с тобой пообщаться. Спасибо тебе, Саша. Ты нам сейчас что-то продемонстрируешь из гирьевого спорта, так? Да, это последнее, чем я начал заниматься, то есть буквально пару месяцев занимаюсь, но уже что-то начало получаться, и навыки из прошлого помогают очень сильно. Ну, слушай, я с удовольствием на это посмотрю, только немножечко отойду.